того заработка фирмы и хотя ты владелец этой фирмы, но ты не можешь все деньги оттуда снимать со счета. Мне помогают тем, что приносят мне еду. 15 тысяч зарабатываю не лично я, моя фирма. К сожалению, меня все отжали. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Alex in Finland. И сегодня вы увидите новый выпуск из рубрики «Бедные и богатые». Также мы чуть-чуть с вами поговорим о нужности, так сказать, высшего образования в этой стране. Я вам покажу абсолютно два разных формата жизни. И мы с вами увидим плюсы и минусы каждого из них. Тема высшего образования всегда была, так сказать, спорная в моей голове. С одной стороны, я думал, а что скажут близкие, или как я потом найду работу. А с другой стороны, я понимал, что лучше я эти 3-5 лет, которые бы я потратил, скажем, да, там, на бакалавриат и на магистратуру, я сразу начну с саморазвития и потрачу это время на себя. Так давайте же мы сегодня с вами сравним наглядно оба сценария жизни, только на примерах других людей. Нашего первого сегодняшнего героя зовут Прасковья, и в свои 24 года она стабильно зарабатывает 15 тысяч евро в месяц. Уже интересно это увидеть? Давайте познакомимся. Алло, привет. Ну ты где? Вы на месте? Да, можешь уже выезжать. Все, выезжаем. Kosmiakova is an Instagram star and social media influencer. Bosniakova, joka on tunnettu sekä Suomessa että maailmalla. В первую очередь я хотел бы тебя поблагодарить, что ты согласилась дать нам интервью, потому что я тебе скажу искренне, что не каждый согласен поговорить о своих доходах и расходах, потому что мы живем в такой стране. Я думаю, что нашим зрителям в первую очередь было бы интересно узнать о твоей истории. С чего все это начиналось и как ты здесь оказалась в Финляндии? Все началось с того, что мои родители, твои родители решили поменять страну проживания. Они решили переехать в более, так сказать, ну не хочу сказать благополучную, но европейскую, скандинавскую страну, которая находится рядом с Россией. И, соответственно, я переехала, когда мне было 13 лет вместе со своей семьей. Пошла учиться в среднюю школу, сразу в обычный финский класс с финскими ребятами. Конечно, это было достаточно сложно, без знания финского языка, но я люблю челленджи по жизни, поэтому я решила, что надо окунуться прямиком в эту финскую культуру, и таким образом будет легче понять, что такое финская культура, и выучить финский язык. Я могу сказать так, что финская культура, она, конечно же, отличается от российского менталитета. Здесь все-таки люди более закрытые, они, я бы сказала, более, наверное, ответственные, и даром говорят, что финны – это самые такие благопорядочные налогоплательщики в мире, то есть они даже заранее платят налоги. И мне, как русскому человеку, было тяжело к этому привыкнуть, потому что, мне кажется, мы более такие гибкие, мы более хитрые, привыкли выживать, и мне вот было искренне тяжело как-то даже находить общий язык с финскими. Я могу сказать, что финский язык, он непростой. Вот сейчас я на данном этапе уже живу 10 лет в Финляндии, и у меня до сих пор присутствует акцент. Но я буду честна, то, что в семье мы говорим по-русски, у меня большее количество друзей все-таки из России или русскоговорящих. Соответственно, тяжелее идет процесс изучения языка, если ты не говоришь на этом языке. Но все-таки я вот училась здесь в средней школе, я училась в художественной гимназии, это старшая школа Финляндии. То есть это где-то 6 лет обучения на финском языке все-таки дали свои плоды. И
У меня был молодой человек, финн, и спасибо ему, я из-за того, что много с ним проводила времени, мне нужно было говорить на финском языке, и таким образом я повысила свой скилл, навык, и всем советую. Если хотите выучить язык, найдите партнера из этой страны, на каком языке вы хотите научиться говорить. Скажу честно, я всегда мечтала пойти учиться в университет, потому что я жила все-таки с этими старыми понятиями, там, я жила с бабушкой большую часть своей жизни в детстве, и, конечно же, бабушка всегда переживала: Паша, пойдешь ли ты получать высшее образование, куда ты пойдешь? И на этапе учебы в художественной гимназии, помимо того, что у меня просто все силы отняла вот эти вот базовые уроки, как биология, физика и химия, я не понимала, зачем мне вообще это надо изучать. Во мне вот проснулся вот этот страх. Когда все мои сверстники выбирали, куда же они будут поступать, у меня был ступор, и я думала, блин, а куда поступать-то? Я, может быть, и рада была бы поступить, но я не знаю, что я хочу изучать 4 года, 4 там, или 5 лет. И я общалась с мамой, советовалась с ней, и в Финляндии есть такое понятие, как välivuosi. Это год после учебы, после старшей школы, когда ты можешь просто пойти поработать и решить, что ты хочешь. И я спрашивала: мам, может быть, я просто пойду, возьму этот välivuosi, год перерыв, и она такая: Паш, но у нас сейчас такая ситуация с документами, что лучше, чтобы ты все-таки куда-то пошла учиться, и я решила поступить в местный колледж в Саванлинна, и поступила на туристическое отделение, то есть я изучала там туризм, было достаточно простое обучение, поэтому я посчитала, что почему нет, по крайней мере, это не что-то такое сложное. И да, собственно, это и есть основная причина того, почему я не пошла получать высшее образование. Я просто так и не смогла решить, что я хочу так углубленно изучать. Пожалела, что ты не пошла? Ну, то какие плюсы и минусы того? Это же, по сути, могло быть совершенно два разных сценария жизни. Если бы ты пошла, не факт, что ты бы стала тем, кто ты сейчас есть, так? Да, безусловно. Ну, во-первых, я не исключаю того факта, что я еще когда-нибудь пойду учиться, но на данном этапе жизни мне, получается, в апреле исполняется 24 года, и за плечами художественная гимназия, за плечами колледж. И я хочу сказать, для того, чтобы делать свой бизнес или вообще куда-либо устроиться, достаточно собственных знаний и амбиций. То есть вся информация, она бесплатна в интернете, в общем доступе. И если человеку реально что-то интересно, он может все это оттуда найти, изучить. Я полностью согласна в этом плане с Илоном Маском. Паш, ну и мы, конечно же, всех наших героев просим показать, как они живут. Поэтому, если ты не против... Пойдемте, покажу вам, так сказать, все. Не буду говорить. Ну что, как я вижу, что ты живешь здесь, сразу хочу подметить, что очень такой милый частный сектор этого города. Вот. Я думаю, что тебе стоит нашим зрителям сразу рассказать, что как так получилось, что ты оказалась именно в этом городе и живешь именно здесь. Ну, во-первых, когда мы переезжали в Финляндию, мы переезжали именно в этот город Саванлинна. И у меня остались глубоко приятные воспоминания о нем и вообще в целом ностальгические какие-то ассоциации. Конечно, у меня был опыт жизни в Хельсинки. Я там жила приблизительно год в районе Jätkäsaari. Это новый район, каменный. Там абсолютно нету парков, деревьев. И в основном живут иммигранты. Вот. И, честно скажу, я там почувствовала себя в какой-то депрессии. Кстати, это научно доказано, что в месте, где нету деревьев, люди чувствуют себя более несчастливы. Поэтому, пожив там год, я решила, что почему бы не вернуться обратно? То есть я просто заскучала по этому спокойствию, по природе, по лесу, чистоте и безопасности. Потому что в Хельсинки, конечно, сейчас ты уже не чувствуешь себя так безопасно, как, например, 10 лет назад. Да, абсолютно с тобой согласен. Ну что, я думаю, что можем переместиться внутрь
взять по чашечке кофе, и как у нас, ну, к тебе еще будет пару вопросов. Пошли? Пройдемте. Как так вышло, что за 10 лет ты смог так развиться, и сейчас ты зарабатываешь в среднем, как я знаю, 15 тысяч евро в месяц? Это, в принципе, очень немало. Ты можешь нам об этом рассказать? Конечно, могу рассказать. На самом деле, все это, мне кажется, совокупность факторов. Мой переезд в Финляндию, то, что я училась в художественной гимназии, у нас была там очень творческая атмосфера. У нас даже там был отдельный класс с компьютерами, который был в общем доступе. И, кстати, такая была прикольная опция. Вот, значит, в Финляндии здесь все так на доверии. Можно было купить ключ от школы и приходить в школу в любое время, даже ночью. Ну, понятно, что когда ты уже выпускаешься из школы, тебе надо ключ этот отдать, ты получишь деньги обратно. Вот. Но сам факт, что ты после школы, когда там никого нет, можешь просто прийти и пользоваться всем чем угодно, там, компьютерами, там, пойти какой-нибудь посмотреть фильмец в любом классе, то есть, ну, это прям круто, даже летом. И я, конечно же, воспользуюсь этой услугой, если можно так выразиться. И я помню, на тот момент была очень популярная рубрика в России. Я думаю, что, кстати, сейчас многие тоже ее смотрят. Иностранцы слушают русскую музыку. И я подумала, блин, я живу в Финляндии, говорю на русском языке, мои друзья финны, я могу им показать русские клипы, посмотреть на их реакцию. И, собственно, как бы начала снимать видео на YouTube. Все я это обрабатывала. Брала я камеру у своего друга Оливера. Спасибо огромное ему, он мне просто так ее давал. Снимала на его камеру. Потом все это обрабатывала в школе на маке. У нас там маки стояли от Apple. Потому что у меня не было денег на свой ноутбук, к сожалению. И вот. Собственно, все это сама снимала, обрабатывала, переводила. И это просто очень сильно залетело на YouTube, то есть были там миллионные просмотры, первые подписчики в Instagram. То есть это прям, я сказала, успешный был проект, правда, никаких денег с этого не получала, потому что авторские права забирали, так сказать, возможность зарабатывать на этих видео. Но ко мне пришли мои первые подписчики, и я заметила такую тенденцию, что большинство комментариев были даже не про реакцию иностранцев, а про мою фигуру. И я такая подумала, блин, а что я трачу свое время? На съемки, на обработки, тем более денег из этого как бы не получаю, по сути. То есть, грубо говоря, все это на моем энтузиазме работает. И я просто решила как бы фотографировать себя и выкладывать в Инстаграм больше. Конечно, я тоже с этого, грубо говоря, ничего не получала, ну, я имею в виду финансы, но внимания было очень-очень много. Благодаря Инстаграму на меня вышел человек, молодой парень из Америки, он мне написал: Паша, ты можешь зарабатывать в интернете, есть такая платформа, как Patreon, она предназначена для блогеров, артистов, музыкантов, художников, фотографов, и ты можешь выкладывать туда свои фотографии и зарабатывать. Ну, то есть, конечно, туда выкладывали разный контент, но я не планировала выкладывать ничего такого провокационного или какого-то контента для взрослых. То есть это были просто фотографии, грубо говоря, ну там, не знаю, в купальниках. Я считаю, что очень круто, как бы, да, что школа дает такой шанс, да, также дает какой-то свободный доступ в школу, да, там в какое-то, да, вечернее время, чтобы дети могли как-то самореализовываться. То есть есть какая-то, да, такая творческая площадка, где можно экспериментировать, что в принципе, да, вот на твоем примере, да, это сработало. Да, да. Я помню, как раз тогда это был мой последний год в этой художественной гимназии, и я начала, получается, выкладывать первые свои фотографии на эту площадку Patreon, и, получается, наверное, в первый месяц я начала зарабатывать где-то в районе 300-400 евро в месяц, и для меня это были очень-очень большие деньги, и еще из интернета. Для меня это было просто как, ну, в новинку, что вообще такое возможно, вот так вот в интернете зарабатывать, выкладывая там фотографии и вообще в целом создавая контент. Собственно, так и начался мой путь заработка в интернете, да. И теперь я уже этим занимаюсь, получается, 5
5 лет. Ты зарабатываешь 15 тысяч. Но я знаю, что, например, есть такая теория, у меня, по крайней мере, тоже так работает, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты и тратишь. То есть нет такого, что денег хватает. Ну, во-первых, 15 тысяч зарабатываю не лично я, а моя фирма. А в Финляндии есть четкое разделение того заработка фирмы. И хотя ты владелец этой фирмы, но ты не можешь все деньги оттуда снимать со счета. Да? То есть у меня есть определенная зарплата, которую я себе плачу. Потом надо платить налоги еще с этой зарплаты, страховки всевозможные. То есть на самом деле, посчитав все расходы, на руки остается очень-очень мало, учитывая то, как поднялись цены сейчас на электричество, на еду. Я, честно скажу, мне уже тяжело выживать, я не понимаю, как люди вообще справляются с таким потоком расходов и всего остального. А планируешь ли ты вот этим заниматься всю свою жизнь? Ну, то есть вести какие-то соцсети типа, ну, как Патреона, или у тебя есть какие-то еще сторонние проекты в перспективе? Да, ну вообще изначально я начала заниматься созданием контента, потому что мне хотелось доказать людям, что девушки с лишним весом, то есть такой более нестандартной, так сказать, фигуры, они тоже являются красивыми и привлекательными. Изначально я это поняла, когда я училась в средней школе, в 9 классе. Я никогда не считала себя там какой-то очень красивой или эффектной, но тогда настал пубертатный период, начало формироваться, так сказать, тело, и я заметила взгляды парней, и я поняла, о боже мой, не может быть, неужели я привлекательная? И, собственно, это меня сподвигнуло на то, что просто как бы экспериментировать с кадрами, с angles. Я сейчас буду говорить, как эта женщина из мема, которая говорит... Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Это все фабрик. Да, это все fabric, material. В общем... Да, и, собственно, я начала фотографироваться, я поняла, получать огромное количество отзывов и так далее, я поняла, что, я на самом деле привлекательная, что не только худые модели 90-60-90 имеют какой-то спрос и так далее. Извини, что я перебью, то есть можно ли сказать так, что, ну, если да, мы говорим на чистоту, что ты перевела свои комплексы в свое достоинство? Да, абсолютно. И я хочу сказать, что на тот период еще не были популярны девушки плюс сайз. Это не так было развито, как сейчас. Но на тот момент как раз-таки начали набирать популярность Ким Кардашьян, Ники Минаж с их формами. И я подумала, это мой момент, я должна тоже продвигать это в массы. Разнообразие красоты женской, так сказать. Так, что касается других проектов, что Да. у тебя еще в перспективе будет? Конечно, я признаюсь честно, создание контента уже, конечно, просто вот фотографировать саму себя, снимать видео, фото, мне немножечко наскучило. То есть вот это однообразие, и я поняла, что помимо какой-то эстетики, я хочу приносить в этот мир какую-то еще мысль. Да, может быть, как-то мотивировать, то есть вдохновлять в какой-то степени. И поэтому я решила, что я хочу попробовать что-то новое. И мне ничего лучше не пришло в голову, как попробовать себя в музыкальной сфере. Потому что меня всегда это интересовало. Я в детстве занималась вокалом. У меня, в принципе, достаточно хороший диапазон. Поэтому я взяла уроки у музыкального преподавателя по вокалу. И у меня буквально через неделю, не знаю, как насчет, на этап выхода этого видео, должен выйти мой первый клип и песня. Серьезно? Да. Я думаю, что мы подождем, ради этого, да, чтобы мы могли указать ссылку, да, на твой клип, да, чтобы наши зрители могли, так сказать, познакомиться, да, с твоим творчеством. Да, я думаю, что это будет
бомба. Стиль будет поп, R&B. Я на самом деле очень горжусь этим проектом, потому что я нашла людей, которые написали мне музыку, точнее, написали бит, свели все. Текст я написала сама. Песня про любовь, потому что это самая актуальная тема, мне кажется, в нашей жизни. Все мы переживаем счастье, горести, любви. И, собственно, я сразу решила пойти в разнос и заснять помимо записи песни, записать сразу к нему клип. То есть это будет, ну, вот твоя первая песня, и сразу она будет с клипом? Да, да. Супер. Клип будет максимально роскошный, максимально яркий, сочный, страстный. Это было дорого? Это было недешево. Это было недешевое удовольствие. Но я думаю, что всем тем, кто увидит этот клип, очень сильно понравится. И ставьте обязательно лайки под этим клипом и под этим видео. Поддержите начинающего исполнителя. Да, я думаю, что наши зрители тебя точно поддержат. Спасибо тебе большое, что согласилась нам дать столь откровенное интервью. Мы это очень любим. Вот. А мы, друзья, с вами отправляемся к нашему следующему гостю в город Куопио. Его зовут Майкл. Вот он сюда приехал жить из Англии. Вот и поверьте мне, что его история не менее увлекательна. Поехали. Что, друзья, вот мы с вами и приехали в город Куопио. Для того, чтобы я вас познакомил с нашим следующим героем. Его зовут Майкл, ему 41 год. И на его примере мы посмотрим, как могут жить у черты бедности в Финляндии. В Финляндию он переехал из Англии. И, знаете, у него очень непростая история. Но я думаю, что он вас с ней познакомит сам. И, кстати, совсем забыл, друзья, сказать, что Майкл-то на самом деле он Миша, да, то бишь он русского происхождения. Ну, да, Майкл, приветствую. Через порог нельзя, поэтому я зайду. Ну, пойдемте, друзья. Да, Майкл, спасибо тебе большое, что согласился сняться в нашем выпуске. Вот это очень приятно. Так, ну я думаю, что можем начать с обзора твоей небольшой квартиры. Ты нам покажешь? Гигантской квартиры, да, конечно. Ну, квартира сама где-то метров 36 примерно. Особо показывать нечего. Одна большая комната, в которой в себя включает как его, kitchen. Кухню. Кухню, да. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик. В который включает себя в кухню, маленький туалет и спальня. Я эту квартиру начал снимать, когда только приехал в Финляндию, и в тот момент это была полностью разрушенная квартира. Серьезно? Да, да. И я, когда сюда въехал, был, честно говоря, чуть в шоке, но мне сказали, что это старое здание и сделано очень качественно. И такой момент, который многие люди не знают, если ты въезжаешь в квартиру, которая не в очень хорошей кондиции, ты можешь попросить, чтобы тебе предоставили все стройматериалы для того, чтобы ее собственными силами отреставрировать. И я помню, когда я сюда приехал, я, наверное, месяца 2 полностью ее сам реставрировал. Не сейчас, как она. Еще после этого был реставрационный ремонт. Но я, наверное, лет 5, где-то лет 5, 4-5, вот так вот, жил в полностью отреставрированной собой квартиру. Потому что в Финляндии есть такой момент. Если вы снимаете квартиру за очень для вас выгодную арендную плату, то, скорее всего, будет капитальный ремонт. Капитальный ремонт – это когда они полностью закрывают здание, меняют все трубы, электрику, все вырывают, грубо говоря, и заново все делают. И в этот момент всех выселяют в переселенческий фонд. Что и случилось, да, с тобой, я понимаю? Что и случилось. Переселенческий фонд обычно переселяют очень далеко, тоже в не очень хорошей кондиции, ну, временно, грубо говоря. Но есть один плюс, что после этого у тебя есть приоритет вернуться в это здание. Да, а сохраняется ли цена аренды? Нет. И получается, что когда я сюда въехал,
Да, аренда у меня в 2 раза больше стала. То бишь, если раньше я где-то 300 евро платил с небольшим, то когда приехал, она 600. Опять сюда это уже 600 с чем-то. 600 с чем-то. Да. Но мы, считай, находимся в самом центре Куопио, поэтому цена плюс-минус здесь оправдана. Это дармовая цена, потому что точно такую же квартиру снимать в этом здании, если ты до этого здесь не жил, она бы обходилась 700 или даже 800 евро. Недешево. Да, но... Сколько квадратов, извини, я тебя перебью? 36. Но здесь момент даже не в этом. Так как человек живет в центре, то ему не нужны ни машины, ни билеты на общественный транспорт. Все в пешеходной доступности. Предоплата за воду в районе 20 евро в месяц. Это все пересчитывается в конце года, если ты больше или меньше используешь, и делается баланс. Ну, короче, в среднем это получается 700 евро стоит эта квартира в центре. Я тебе скажу, что это почти цены Хельсинки, столичного региона. Да. Ты заметил очень точно. Многие люди, особенно молодые, у которых с финансами все нормально, есть такая практика здесь, что они покупают недвижимость в центре Куопио, ее сдают в аренду, а сами на эти деньги снимают жилье в Хельсинки, где они живут и работают. И пока они живут и работают в Хельсинки, это окупается, ипотека окупает квартиру, и потом у них в собственности квартира в Куопио, которую они могут продать и достаточно хорошо на этом заработать. Ты сам полностью здесь оплачиваешь себе квартиру? Ну, потому что стоимость, в принципе, не маленькая. У меня идет частичная оплата государству, но я выбрал эту опцию. Я так бы мог получать это на собственный счет и сам полностью это оплачивать. Кстати, что мы стоим? Ну, я считаю, что мы должны еще чуть поговорить о тебе, то есть ты нам расскажешь о своей жизни, как ты оказался в Финляндии. Вот я тебе предлагаю присесть. Давай за стол. Давай за стол. Майк, так как наш канал в первую очередь о людях, да, то не мог бы ты нам рассказать, вот нашим зрителям, чуть-чуть о себе? Как давно ты приехал в Финляндию? Ну, вообще, в целом, всю свою историю. Вообще, у меня вся жизнь — это взлеты и падения, скажем так. Родился я в СССР, и как только СССР развалился, я уехал в Англию. Сколько тебе было лет? Где-то 12, вот так вот. И я когда приехал в Англию, для меня все было, конечно, очень странно. Я не говорил на языке, но так как я знал французский, английский я выучил буквально за неделю. Пришлось. Я сделал уклон на языки, экономику, и математику, и историю. Ну и получилось так, что закончил университет, но закончил я достаточно быстро и очень легко. И получилось так, что начал искать работу, а какой у меня был конек, что знал русский и английский в совершенстве. Я начал с тем, что начал подрабатывать переводчиком. Но так как у меня было очень много знаний, и люди ко мне очень хорошо относились, я всегда делал все быстро, правильно, точно, то постепенно начал расти вот именно среди бизнесменов как помощником. То бишь они меня начали брать, я начал помогать, даже составлять какие-то документы, контракты, иногда даже от них лететь куда-то с кем-то переговаривать. И я решил переехать в Финляндию, потому что для меня, я был несколько раз в Финляндии до этого, мне она очень нравилась, были очень хорошие, открытые, честные люди, все работало, все чисто. И я полюбил эту страну. Поэтому, когда пришел переломный период, скажем так, в моей жизни, я решил, что я приеду именно сюда, здесь обоснуюсь, и все будет хорошо. Что я, в общем-то, и сделал. Образованный человек с опытом, с хорошим нетворкингом, честный, трудолюбивый, все знает, как работает. Европа, все вроде должно быть одинаково. Приехал сюда, начал пытаться тоже что-то найти, развить, решил начать бизнес. Капитал был очень хороший. Но получилось так, что, к сожалению, у меня все отжали.
Скажем так, попроще. Если тебе интересно, могу потом более подробно рассказать. В смысле, как отжали? Ты имеешь в виду, что в Финляндии отжали все? Да, очень. Я сам был очень удивлен, но во всех странах есть хорошие люди, есть плохие люди, и, к сожалению, везде есть подводные камни. Если ты не знаешь, всегда есть акулы, которые тебя растерзают. Одна из проблем, что когда люди приезжают в Финляндию, они считают, что все равны, что все работает, что все честно, все хорошо. Что финны такие, то есть одуванчики, и если никто не обманет. В основной массе... Они такие есть в основной массе. Финны хорошие люди, и я бы сказал, идеальные люди. Если, они все образованные, у них открытое мировоззрение, они всем помогут, все сделают, если тебе что надо. В основном честные, хорошие, открытые люди. В массе. В целом, да. Но как ты понимаешь, в этих массах есть и люди, которые этим злоупотребляют. И которые знают, что система основана на том, что ты хороший, честный человек. И они это используют как оружие и уничтожают людей. Я бы сказал, что у меня не просто отжали, скажем так, бизнес, меня уничтожили во всех планах, скажем так. Но... Ты можешь предположить примерно сумму? Сколько у тебя отжали здесь, в Финляндии? Трудно сказать. Плюс-минус. Прям сразу я бы сказал где-то 500 000, потом это выросло где-то до 1 000 000, а потом это как этот snowball эффект, так называемый, что это больше, и потом все, грубо говоря, все, что было и у меня, и у тех, кто меня поддерживал, и вообще у моей семьи. Обалдеть. Да. Ты такой, кстати, здесь не один, я знаю еще таких несколько историй. Понимаешь, это, я бы сказал, наверное, правило всего мира, что есть закон для обыкновенных людей и есть закон для, скажем так, определенного сословия людей, которые правят. Но я не имею в виду править с точки зрения государственных позиций, а именно тех, кто, скажем так, контролирует экономику определенного региона, и люди просто закрывают глаза или боятся против них идти. Слушай, давай, я думаю, что на этом моменте мы с тобой остановимся, потому что я считаю, что мы, наверное, снимем об этом отдельный ролик, потому что эта история очень, я думаю, что будет поучительной для наших зрителей, как можно потерять очень много денег из-за того, что просто, ты по факту, считай, приехал сюда, то есть ты был успешен, у тебя был какой-то капитал, то есть, как я понимаю, ты какой-то бизнес здесь успел сделать, правильно? Да, и все шло великолепно и хорошо, и у меня даже была поддержка муниципалитета. И у тебя все отжали. Все, давай на этом, я думаю, что мы с тобой же зафиксируемся в этой истории, потому что давай снимем отдельно потом про этот ролик. Лучше сейчас мне не вспоминать, это у меня в слезы. В любом случае, спасибо тебе, что ты перед нашими зрителями так все искренне рассказываешь, откровенно, как это было, и ничего не скрываешь. Но, короче, мы с тобой у точки, что ты все потерял, правильно? Да, и это... То есть ты в Финляндии остался без всего? Да, то бишь я, можно сказать, как его говорят... Хорошо приехал. Из князей в грязь. То бишь, да, было все, осталось, грубо говоря, ничего, кроме кофейной машины. Очень хорошая, честная страна. Да. Да. Расслабляться, я думаю, что не стоит нигде в любом случае. Нельзя быть наивным, нельзя думать, что все всегда будет правильно и хорошо. Согласись, у русских есть такое, у нас, если взять, мы думаем, что мы самые хитрые всегда. Нет? Это не об этом. Финляндия, она расслабляет. Потому что ты здесь, факт. Когда ты живешь, и ты видишь, что все работает, у тебя как бы на подсознании получается, что если все работает, значит все должно быть по закону. Поверь мне, до этого у меня не было ни одного седого волоса. После этого я весь посидел. Но в любом случае, никогда же нельзя сдаваться, надо всегда пытаться прогрессировать. И так как в Финляндии очень хорошее образование, я пошел в университет на магистратуру. Система очень похожа. То есть это было уже твое второе образование? Это было уже второе образование на магистратуру.
Да, я пошел учиться, сделал уклон по магистратуре на интернациональный бизнес, также с языками и на медицинскую физику. Я учился 3 года, и потом на повышение вот именно по медицинским делам у меня, наверное, ушло еще больше года самообучения. А что касается денег, если ты все потерял, да, то когда ты учился, как ты жил? Очень-очень скудно. Я взял студенческий заем, чтобы тебе дается под очень маленький процент студенческий заем, и также мне помогало государство со стипендией. Я, мало того, еще получил дополнительно образование как аудитор, то бишь я могу проверять компании, как у них все сделано, все ли правильно, неправильно, делать отчеты. И зарплаты очень хорошие и для аудиторов. Ну, сколько? Классный специалист, зарплата от 6 до 8 и больше, в зависимости от компании, 1000 евро в месяц. И ты не можешь себе найти работу? Я каждый месяц посылаю 3 или 4 заявки по специальности. Получается, что я получаю пособие по безработице, где-то в районе 500 евро, наверное. В месяц, да? В месяц, да. Что после того, как я оплачиваю свою часть ренты и все счета, которые нужно оплатить, у меня остается где-то в районе 100 евро в месяц на еду. Это очень мало. Это не просто мало, это невозможно выживать, грубо говоря. И получается, что на удивление, что мои друзья, с которыми я учился, они мне помогают, то бишь они мне покупают еду. Потому что если они мне даже переведут что-то на мой счет, это будет как приход. Это будет как приход. У тебя вычтут из этой помощи просто. Да, именно. То бишь получается, что такой абсурд, что мне мои бывшие одноклассники меня спрашивают, как у меня дела, финны, и мне помогают тем, что приносят мне еду. Ты можешь сказать о себе, что ты, в принципе, живешь около черты бедности? Я бы сказал, что я живу ниже черты бедности. Ну, около, может быть, с разных сторон, ниже или выше. Я просто вот недавно слышал, что черта бедности — это 1200 с чем-то евро. Ну, да. У меня, получается, я живу где-то на 500, а после оплаты остается 100. То бишь я в месяц живу на 100 евро. Финляндия — идеальная страна. Если все хорошо, то это идеальная страна. Люди хорошие, все работает чисто, аккуратно, тихо, спокойно. И, наверное, самое лучшее место начать семью. Идеальная страна для того, чтобы строить семью. Когда у тебя есть дети, потому что, ну, как и, кстати, все наши герои выпуска говорят, что очень хорошее образование. В принципе, в Финляндии безопасно, спокойно, безопасно, все спокойно. работает. Но, кстати, я думаю, что ты со мной согласишься, что идеальная модель, наверное, жизни Финляндии все-таки это не ведение бизнеса. Это скорее какая-то работа. Я думаю, что если ты спросишь у большинства бизнесменов, они скажут тебе, что это ад. И они будут совершенно правы. Здесь очень трудно вести бизнес, потому что система здесь как раз заточена на то, чтобы обыкновенному рабочему было лучше всего. То бишь у них потому что здесь прогрессивный налог и конкретный социализм, да. Ну, я не знаю, демократический социализм, скажем так. Здесь заточено, чтобы обыкновенный человек мог спокойно, хорошо жить. Ну, это, в принципе, и хорошо, с этой точки зрения. Это очень хорошо. Потому что нет вот этой классовости. Вот что мы как можем сказать про наши страны, такие как... Она есть, но она скрыта. Ну как постсоветские, ну хорошо. Но в целом, когда ты приезжаешь в эту страну, плюс-минус все равны, согласись. Плюс-минус. Не то, что в наших странах, когда приезжаешь и просто, извини меня, я когда приезжал в Москву, а я бы не сказал, что я самый бедный человек, на самом деле, я себя там просто чувствовал никем. Ну это же странное чувство. Ты приезжаешь, и как-то тебе это все давит. Когда я приезжаю в Финляндию к себе домой, ну блин, как бы все равны, меня это устраивает, в принципе, это плюс. Но в плане ведения бизнеса все-таки, конечно, Майкл прав, это ад, на самом деле это ад. Кстати, друзья, интересный факт, что всего лишь 4% из всех финских миллионеров платят налоги в самой Финляндии.
Все остальные, так сказать, 96, они все отсюда уехали, это Португалия. Я только и что так далее, это и чтобы хотел там сказать. жить, потому Да. что, ну, как бы нет смысла. Прогрессивный налог, и ты, грубо говоря, будешь работать на то, чтобы все остальные жили хорошо. Большие компании, ну это везде, по-моему, получается, платят меньше всех налога. А вот как раз малый и средний бизнес, им приходится, грубо говоря, компенсировать. Я думаю, что мы с тобой снимем еще, ну, с твоего, конечно, согласия, не один ролик, но этот выпуск, он, в принципе, не об этом. Я думаю, что у наших друзей, кто нас сейчас слушал, у них уже распухла просто голова, поэтому Давай резюмируем. подведем итог. Да, резюмируем. Подведем итог. Сейчас, Майкл, ты живешь на 100 евро. Я живу на 100 евро Потому в что месяц. система. У тебя отжали, кстати, очень интересно было бы послушать. Я уже с нетерпением жду, когда ты нам это расскажешь. И ты остался здесь ни с чем. Да, ты пошел учиться, ты начал себе повышать квалификацию. Этим ты себе только усложнил ситуацию, потому что теперь, так как у тебя до высшего образования, у тебя повышенная квалификация фирмы, я знаю финские законы, они просто не имеют права тебя взять меньше определенной какой-то зарплаты, потому что ты высококвалифицированный работник. Я, кстати, когда общался со студентами, я не раз слышал, что они не идут учиться дальше на магистратуру только потому, что они говорят, блин, да нам потом работу не найти. На этом наш выпуск, я думаю, что заканчивается. Делайте выводы сами. И я надеюсь, что сегодняшние наши герои вам были очень интересны. Спасибо тебе, Майкл, большое. Я очень рад с тобой знакомиться. Спасибо тебе. Очень было приятно. И в любое время. Если Попроси поставить лайк и подписаться. Да, поставьте лайки и подпишитесь на канал. Я несколько раз уже смотрел выпуски Алекса. И мне самому даже было интересно узнать точки зрения других людей, и как другие люди живут, какие у них проблемы, чего хорошего, чего плохого. Это, можно сказать, образовательный цикл для людей, которые либо хотят узнать больше о Финляндии, либо сюда приехать и не наступать на те же грабли, как люди, такие как я.